Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я набрала разных обрезочков, ну, какие-то пригодятся мне, какие-то нет, но я решила попробовать сшить в такой технике интересной. По крайней мере, я надеюсь, что получится интересно и вам тоже понравится. Я сшила такой вот квадратик на основу, ну, из кусочков, потому что у меня были только кусочки. И вот полоску пришиваю с двух сторон, при этом припуски оставляю. Выравниваю по размеру своего квадрата основы. И вот смотрите, у меня теперь, видите, вот этот припуск. Я его заглаживаю так, чтобы мне потом было удобнее просто работать. Можно и не заглаживать, но мне так удобнее. И прямо рядышком буду пришивать соседние полосочки, квадратики, все что угодно. Как вот мы шьем Crazy Quilt, да, то есть на основу тоже нашиваем. Но там у нас закрытые швы, а здесь я делаю открытые швы. Благодаря этому я могу любой формы кусочки пристраивать таким образом. Потому что я тут не зациклена на том, чтобы швы оказались закрыты. Поэтому я вот так вот. Вот здесь вот я пришила близко очень. Поэтому вот эту полоску я просто поверх нашиваю, так что у меня только один припуск будет от этой полоски, от джинсовой. Кстати, у меня одна подписчица, совсем, можно сказать, новичок в шитье, которая только заинтересовалась вот рукоделием. Она у меня спросила: а как так, почему вы не показываете, как вы пришиваете? Я говорю, ну я показываю пальцем, где я строчку делаю. Она говорит, а я не догадалась, что пальцем эта строчка сделана. Поэтому иногда я все-таки показываю, что я вот пришиваю на машинке, пришиваю, а не пальцем. Чем мне понравилась эта техника? Тем, что можно совершенно любой формы кусочки использовать, пришивать. Если между ними какое-то расстояние появилось, как хотите, пришивайте. Если появилось расстояние, можно пришить более узкий кусочек, тоже так вот с припусками. Что хотите, делаете. Вот здесь вот как бы раздолье для фантазии. Я, кроме того, что как хочу, пришиваю, да, потому что у меня все края ткани сверху, и я тут не должна думать не только о том, как мне кусочки эти пристроить, а я еще и не должна думать о том, какие я ткани использую. Если вы обратили внимание, у меня и плотные джинса, и у меня тут и штапель, и хлопковые ткани, и льняные. То есть я все что угодно. Ну, я, конечно, стараюсь более натуральные ткани, потому что потом я буду вот эти края делать, чтобы они размахрились. Поэтому мне, конечно, интересно использовать те ткани, которые хорошо махрятся. Вот здесь я забыла строчку проложить вот вдоль гипотенузы этого треугольника. И сама себе придумала работу. Вместо того, чтобы просто проложить строчку, я начала вот эти натечки делать, заглаживать. А потом, ну, результат-то все равно тот же самый получился. Вот с этим кусочком джинсовой ткани я решила поэкспериментировать. Решила такие, ну, я не знаю, как называются, защипчики, строчки такие, ну, не знаю. Я же не швея, поэтому в терминологии не сильна. Ну, короче, вот такую штуку я решила сделать. Вот 3 таких полосочки отстроченных. Мне показалось, что будет интересно смотреться именно благодаря тому, что вот разные цвета кусочков, разные ткани используются, разной формы кусочки. И плюс еще такая вот фактура, отличающаяся от остальных. Ну и в такой вот манере я потом пристраиваю все остальные свои кусочки, пока полностью не заполню пространство своей вот этой нижней заготовки, основы. И вот в результате получилась вот такая заготовка. Дальше следующим шагом я собираюсь все вот эти вот швы, которые у меня наружу, порезать ножницами вот на расстоянии сантиметра примерно. Ну, я не меряю, так прикидываю примерно, чтобы были на расстоянии 1 сантиметра друг от друга. Ну, где-то 8 миллиметров, где-то сантиметр, 1 миллиметр. Это не принципиально. Вот единственное, я, конечно, смотрю, чтобы у меня все эти мои швы с припуски были примерно одинаковой высоты, чтобы не получилось, что один покороче, второй подлиннее. Вот, но и чтобы они между собой все были примерно одного размера. И вот таким образом я режу. Выбрала самые острые ножницы, у которых кончики режут. И вот так вот загибаю по шву и
рассекаю, делаю натечки такие. Конечно, надо внимательно, чтобы вот шов сам не прорезать. Вот, и не на весу, потому что я сначала попробовала на весу, потом решила, что мне удобнее опираться на стол немножко рукой и при этом вот делать эти натечки. Уже и сейчас, пока я режу, уже нитки начинают высыпаться. Видите, вот такие мелкие ниточки. Но для того, чтобы основная масса ниток высыпалась, и чтобы вот эти швы размахрились, стали такими потрепанными, то я хочу сначала постирать в машинке. Ну, можно просто намочить и потом растрепывать. Но я хочу, чтобы машинка немножко тоже поработала. Вот в мешок для стирки кладу, если нет мешка такого, то в наволочку, чтобы не засорялась ваша машинка. Потому что смотрите, что у меня тут творится в мешке. Видите, сколько уже вот этих вот ниточек высыпалось, еще высыпаются. Это все будет в машинке в вашей, и если вы не положите в какую-то наволочку или вот в мешок для стирки таких вещей. Видите, они уже немножечко растрепались. Я для того дальнейшего растрепывания использую такую щетку для волос. Я знаю, что многие используют, ну вообще кто что использует. Кто-то использует вот эти чесалки для животных, для вычесывания шерсти. Кто-то вот такие расчески, кто-то одежные щетки жесткие, пластиковые там или какие-то. Но это на ваш вкус и цвет, как хотите. Я обычно занимаюсь, если крупная вещь вот надо растрепывать, то я это делаю вообще в ванной, вешаю прямо над ванной, чтобы это все не разлеталось. Но так как у меня здесь маленькая заготовка, где-то 42 на 42 сантиметра квадрат, то я это делаю на столе, прямо на ваших глазах. Видите, подрезаю в уровень, если какие-то нитки длинные, длиннее, чем мне нужно, чем основная масса, да, вот этих моих махрушек. Я их подрезаю, ну, не стесняюсь, короче. И так трясу, и сяк. Вот, вытряхиваю. В результате вот еще можно, конечно, почесать, потрепать, но уже вот смотрите, какое количество ниток у меня вычесалось, вытрепалось. И это очень хорошо. Края уже швов у меня, если видите, уже такие пушистенькие. Уже фактура получилась очень интересная. Сегодня, в этот раз, я уже не успею дальше показать, что я планирую делать с этой заготовкой. А в следующем видео обязательно покажу, в следующее воскресенье. Представляете, если плед сшить из таких квадратов, много нашить? Очень интересно смотрится. Вот это яркое пятно мне захотелось прям добавить, чтобы разбавить вот эту вот скучноту такую. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.